Всем привет! Меня зовут Диана, и мне 27 лет. И я бросила курить спустя 15 лет. Как говорится, дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать эту историю. Однако я постараюсь. В 12 лет я начала курить, и это было не 2 сигаретки в день, это было полноценно нормальное курение. Тогда я полагала, что продавцы в ларьках не видят того, что мне 12 лет, и дают мне все точно 18, но, наверное, тогда им было просто все равно. Это было давно, и было другое отношение ко всему в целом. Почему я начала курить? Да кто знает. Друзья, интерес, психология, псевдокрутость. Неизвестно. В одно мне хотелось бы верить, что принятое мной решение было ненавязанным решением. Хотя о какой осознанности вообще можно говорить в 12 лет? Ни о какой. В 15 лет я начала изучать все сигареты, и мне стало интересно, какие сигареты бывают со вкусом, какие без вкуса, какие из них тяжелее, какие из них легче. И выкуривая очень-очень много сигарет в день, я наивно полагала, что еловая веточка поможет мне от запаха табака. В 12 лет я любила Палмел и разнообразие зажигалок. В 15 лет я перешла на Кент и оставалась ему верна, пока не случился переезд в Европу. В 2018 году я переехала в Прагу и живу здесь уже 6 лет. Но первый год после моего переезда я продолжала курить обычные сигареты, и это не та история, когда человек переехал, у него поменялась жизнь, но он бросил курить. Нет, я продолжала также курить сигареты, меня все устраивало, с исключением одного. Меня не устраивал запах. То, как от меня пахло, потому что я работала в обслуживании в сфере туризма, и это, конечно, было что-то с чем-то, когда ты заходишь, и вся комната наполняется табаком. И было принято решение, что нужно что-то менять. Тогда на просторах интернета мне все чаще и чаще стал попадаться Айкос и реклама о том, что это типа безопасно, удобно и так далее. Хотя, конечно, это все далеко не так, но безопасность, удобство, отсутствие запаха меня изрядно подкупало. Особенно последний пункт. Ведь благодаря нему я могла бы остаться при сигаретах, и от меня бы не пахло. И вы знаете, в тот момент у меня и были мысли бросать, потому что переход на Айкос для меня изначально, когда я его купила, означал то, что я благодаря этому брошу курить. Но с появлением всех плюшек, так сказать, что от тебя не пахнет и всему прочее, мысли о том, что нужно бросать, постепенно улетучивались. Но в один день я резко бросила курить. 2024 год, и я курю Айкос уже 4 года. И 7 мая я решаю больше не курить. У этого были свои идеи, мысли, которыми я готова с вами сегодня поделиться. Как-то вечером я сидела на диване и любовалась на звездное небо. И, конечно, нет, не бывает такого. Я не любуюсь на звездное небо, как минимум, потому что я не люблю любоваться на звездное небо. В тот вечер я сидела на диване и болтала с подругой по телефону. Мы обсуждали какие-то дела насущные, и, конечно же, я курила, ведь мы курим всегда, когда нам скучно, когда мы пьем алкоголь, когда у нас стрессовые ситуации, когда мы куда-то идем, когда нам нечем заняться. Всегда. Мы подсознательно всегда ищем причину для того, чтобы покурить. И тот день не был исключением. Я также сидела на диване, болтала с своей подругой и курила очередную сигарету. И в тот момент, делая вдох-выдох, я начала ловить себя на мысли, что мне лень вдыхать и выдыхать, что мне надоело это делать и что мне просто-напросто это неинтересно. В тот период жизни я
находилась в поиске себя, я пыталась найти то, что мне интересно, либо то, чем я не хочу заниматься. Но сигареты не входили в этот список. Проснувшись на утро, я, как обычно, позавтракала и потянулась за айкосом, потому что это обычная утренняя рутина, которую я делала изо дня в день. Покушав, мы курим. И вот я беру айкос, зажигаю, включаю айкос, и делая вдох-выдох, я понимаю, что вчерашние мысли, не были фигней, они были осознанными, прям максимально осознанными. И мне, правда, лень курить. Мне, правда, это надоело, мне, правда, это неинтересно. И я стала понимать, что мне лень ходить в магазин, покупать сигареты снова и снова и снова. Мне лень заряжать эту сигаретницу. Мне лень тратить время на покурить. Мне в целом лень курить. И абстрагируясь, я начала осознавать, что на протяжении 2 месяцев я неосознанно программировала свой мозг на поиск интересных для себя вещей, на то, чтобы не заниматься больше тем, что мне неинтересно, но я и предположить не могла, что сигареты войдут в этот список. Осознав, что мне лень курить и делать все связанные с этим вещи, я просто перестала курить. Мне 27, и я не курю уже несколько месяцев. Возможно, на этом моменте вы захотели выключить это видео, потому что за чушь она несет, когда не курит всего пару месяцев. Но суть в том, что я не хотела курить больше после того раза. Во мне бурлила привычка того, что нужно сейчас после завтрака взять сигарету, или я вот сижу разговариваю, как же я не курю айкос, да? Это обязательно нужно сделать, но, как оказалось, сила привычки действительно намного сильнее самого желания покурить, потому что желания у меня не было, а вот привычка достаточно часто появлялась в моей жизни. И как с ней бороться? Я делала вдох-выдох, делала глоток воды, либо занималась теми делами, при которых я обычно не курила. Например, занималась спортом, либо убиралась дома, либо шла в душ, либо просто умывалась, что снимало достаточно быстро эту силу привычки. И пойми, что тебе лень курить. Меня зовут Диана, и это мой опыт. Всем пока-пока.